Всем привет! Это канал Wild Rift Time, и в этом видео я поделюсь информацией о том, какого же героя лучше всего покупать на старте игры. Но прежде чем мы начнем, подписывайся на канал и прожимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начинаем. В этом видео мы рассмотрим 6 героев по одному из каждой роли, чтобы каждый мог найти себе по вкусу нужного чемпиона. И первым мы рассмотрим танка. Хорошим выбором будет Доктор Мундо. Он уверенно держит соло-линию и прост в освоении. Его ультимейт, который восстанавливает здоровье, повышает его выживаемость до очень высокого уровня, при помощи которого даже в самых сильных замесах вы будете жить довольно долго. Правда, контролем этого героя обделили, зато он может нанести немало урона ближайшим противникам. В общем, играя за Мундо, тактика следующая. Влетаем в толпу, прожимаем ульту и спамим умениями по дамагерам. Все просто. Следующая роль – воина. И здесь однозначно и безоговорочно лучшим выбором будет не так давно добавленный в игру Дариус. Он очень силен, у него высокий уровень выживаемости, простая механика и в освоении он довольно прост. Уже на старте игры Дариус наносит очень много урона, и его ультимейт позволяет добивать несколько целей подряд, так как при добивании цели ультимейтом его снова можно использовать. В целом игра за Дариуса довольно интересна, и я всем советую выбирать этого героя для освоения игры. Далее, не самая востребованная роль – это поддержка, и лучшим для выбора на этапе освоения игры будет Блицкранк. Самая главная фишка Блицкранка на ранней стадии игры – это его способность ракетный захват, который выстреливает во врага, нанося ему урон и притягивает к себе. Поэтому в идеале нужно, чтобы вы ходили в паре с дамагером. Этим умением вы сможете затаскивать вражеских героев к себе и на пару с напарником разваливать цель. Кроме того, у Блицкранка есть пассивное умение, которое дает щит, прочность которого зависит от запаса маны, тем самым делая из него неплохого танка. В общем, играя за Блицкранка, ваша задача не давать раскачиваться команде противника, постоянно притягивая вражеских героев в зону поражения, помогать лесникам и в некоторых ситуациях брать на себя атаки, чтобы не допустить смерти союзного дамагера. Теперь рассмотрим стрелков, и на этой позиции лучшим выбором будет Мисс Фортуна. Ее преимуществом является не только ее простота в освоении, но и ее пассивка, а именно приветственный выстрел. Автоатаки Мисс Фортуны наносят дополнительный урон каждый раз, когда она меняет цель. И эта пассивка суммируется с первым умением, 2 по цене 1. То есть Мисс Фортуна стреляет в противника, нанося ему урон и цели позади него. При этом наносит по обеим целям дополнительный урон. Эти навыки позволяют убивать быстро крипов и быстро набивать фарм, что дает преимущество в игре. Также нужно очень внимательно следить за картой, так как вражеский лесник будет в первую очередь охотиться на вас. Следующим рассмотрим роль убийцы. Хотя и данную роль не советую брать совсем новичкам в данном жанре, так как требуется много внимательности и ответственности от этой роли. Но если вы выбрали эту роль, я рекомендую брать Мастера Yi. Его умения очень просты и понятны в механике, что дает освоить его с первых боев. Но самое главное его умение – это его первый удар. Благодаря этому умению его называют героем одной кнопки. А также у него есть свой навык лечения, что позволяет дольше находиться в лесу и держать его под контролем. Главная ваша задача – это фармить лес и как можно раньше начинать помогать союзникам. Последняя роль – это маги. И тут я советую брать героя под именем Ари. У нее очень большой потенциал в бою, так как это маг и он заточен под урон. И этот герой отлично справляется с этой ролью. Но не забывайте, что как и все маги, у нее мало здоровья и нужно держаться на расстоянии от противника. Но на случай ошибки у вас есть ультимейт, который позволит быстро оторваться от противника. Но учитывайте большой кулдаун способности, поэтому зря ее не прожимайте. Со временем, когда вы освоите данного персонажа, поймете, что этот герой способен наводить страх на всю вражескую команду. Ну что же, на этом все. Спасибо за внимание, надеюсь, эта информация поможет вам в выборе своего героя. Не забывайте ставить лайки под видео и пишите комментарии. Удачных всем сражений и до скорых встреч!